Обновление Ice Cream 8, Plants vs Zombies 3, Poppy Playtime 3 глава и еще много другое в январском выпуске рубрики «Игровые новости». Погнали! И по старой доброй традиции начнем с Evil Nun The Broken Mask. Во-первых, долгожданный финал наконец-то вышел и получился явно ничем не хуже, чем в мобильной версии игры. А также эта игра вышла на консоли, в том числе и на Nintendo Switch, так что монахиня никуда от вас не уйдет. На данный момент дальнейшая судьба игры неизвестна, но мы будем надеяться на какие-то дополнения для этой игры. Очень надеюсь, что в следующем выпуске игровых новостей я, как всегда, начну с этой игры и не буду изменять традициям. Ну а что там с Hip-Hooray Games? У них там пока затишье перед бурей. Последние вести вы могли услышать лишь перед Новым годом, когда разработчики подарили игрокам новогоднее обновление в Mimikry с 500 голды в комплекте. На данный момент от Hip-Hooray ничего не известно ни о Mimikry, ни о их новой игре, которую мы так долго ждем. То же самое с Indie Fist. 1 января разработчик резко вспомнил про The Curse of Evil Emily и добавил демонический скин. И по сути все. Что будет дальше в этом году, мы увидим. Ну а что там с Keplerians? 16 декабря игра Ice Cream 8 вышла в свет, и вы можете посмотреть некоторые видео об этой игре у меня на канале. Также на YouTube-канале Keplerians недавно набралось 1 миллион подписчиков, и по традиции Keplerians выпустит специальное видео, а подтверждением тому является последний новостной выпуск. Видео, скорее всего, будет являться вопросом-ответом. А также игра Witch Cry получит сиквел, который выйдет весной этого года. И, как сообщается, игра выйдет уже в апреле под заголовком «Красный капюшон». Пререгистрация на игру уже доступна на всех площадках, и даже доступен первый тизер этой игры. Выглядит весьма интересно. А сами Keplerians прямо сейчас работают над ярким завершением игры Ice Cream 8, который, я думаю, не заставит нас долго ждать, и мы сможем это увидеть в начале весны, так как на февраль уже явно опираться не стоит. Также недавно Keplerians опубликовали запись в сообществе, где просят у игроков помощи. Они хотят узнать, как игроки хотят увидеть их новую игру, совершенно новым персонажем, которого анонсировали еще год назад. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну а что там с Linkin Squad? Активная разработка новой игры Антона продолжается. Игра называется Schoolboy Runaway, кстати, то есть сбежавший школьник. Разработчик в своем телеграм-канале уже показал модель персонажа игры. Это родители, отец и мама. Игра будет достаточно похожа на метель, только теперь, я надеюсь, нас никто убивать не будет. По всей видимости, задача игры будет отлынивать от учебы и не спалиться при маме и папе. Выглядит все очень интересно. Также разработчик задал вопрос, хотят ли игроки онлайн-игру. Неужели следующим проектом после игры про школьника будет долгожданная онлайн-игра? Стой, стой, стой! Прежде чем продолжить просмотр видеоролика, я бы хотел порекомендовать вам качественный онлайн-хоррор проект в Роблоксе «Мистер Мид. Переиздание». Чтобы выбраться из лап маньяка, вам предстоит решать множество различных головоломок. После каждой игры вам будет начисляться монеты, которые вы могли собирать по карте и за успешный побег. За монеты вы можете купить различные кастомизации для маньяка, а перед началом игры случайным образом выбирается человек, который будет за него играть. Буквально пару недель назад вышло глобальное зимнее обновление, добавившее в игру много нового контента. Проект действительно стоит вашего внимания, так что переходите по ссылке в описании, а также в закрепленном комментарии, чтобы самим насладиться данной игрой. Там же вы найдете ссылку на Discord-серверы разработчиков, которые делятся новостями о разработке, проводят конкурсы и голосования, ну и просто общаются в чате с простыми игроками, что для разработчиков большая редкость. Попробуйте окунуться в это приключение. А пока вы там играете, мы продолжаем. Ну а что там с Poppy Playtime, или же Mob Entertainment? На момент просмотра вами этого видео третья глава популярной игры Poppy Playtime вышла в свет после выхода третьего трейлера и официальной даты выхода. Эта глава наверняка самая длинная, масштабная и эпичная. Я ведь прав? Напишите в комментариях свою оценку новой главе. Надеюсь, там все хорошо. Ну а что там с Бравл Старс? С момента выхода последнего Бравл Толка многое в игре изменилось. Теперь из игры полностью удалена хроматическая редкость и обновлен Бравл Пасс, который к тому же нельзя больше купить за гемы. Но при этом донатеры получат еще больше выгоды от бесплатного боевого пропуска, что меня несомненно радует. Ведь теперь Бравл Пасс не является обязательным фактором для получения нового бойца, а кристаллы можно тратить теперь куда захочешь.
В декабре добавили бесплатного бойца Мика с уникальной боевой механикой, а в январе вышел новый сезон Бравл Пасс студия анимации Star с просто офигенными скинами, вот реально офигенными, и крутым новым бойцом, о котором все трындели еще с 2021 года. Это Кит. Будем ждать новый сезон Бравл Пасс «Год Дракона», который выйдет в феврале. Рубрика «Быстренькие новости». Вышла игра Plants vs. Zombies 3. Вышло обновление игры Geometry Dash 2.2. В Standoff 2 вышло новогоднее обновление с новой зимней картой. Вышел трейлер GTA 6. А теперь мне хотелось бы поговорить о одном уникальном человеке и его разработке. В русскоязычном сообществе Evil Nun появился человек, работающий над крупнейшим своим проектом, основой сюжета Evil Nun с его авторским сюжетом. В первую очередь он создает свою книгу по вселенной игр Evil Nun. Слова автора. Задача книги – показать тот самый сюжет и ту его сторону, который я видел и представлял еще с осознанного детства, который я полюбил. Разбитость – книга о психологии подавленности, о влиянии снов и подсознания человека в его бытовой жизни. Этому человеку нужна ваша поддержка, чтобы он смог доделать этот проект до совершенства. И сейчас лучшей поддержкой будет подписка на его телеграм-канал «Общага Пламени». Там вы узнаете больше об этом человеке и о его творчестве. В целом, вы еще увидите его в дальнейшем на моем канале, так что не теряйте. Рубрика «Игры от КПК Саппорт». Игра Strange Garden вскоре выйдет на ПК и получит массу нового контента и сюжета. Напомню, эту игру снимал Топси на своем канале совсем недавно. Полноценная игра от Карл Маркс Terrible Run. Бегайте по темному городу, убивайте монстров и постарайтесь побить огромный рекорд. В игре доступна пасхалка на меня и даже скин в виде облика мистера Мита из фанатской части, разработанной мной. Забирай эту игру поскорее. Игра от Криш Ови Stranger at Home 116 Escape. Главный герой Максим, 13 лет. После прогулки со своими друзьями в городе он поехал домой на маршрутке. Уже когда приехал в свой район, он видел, что за ним бежит какой-то маньяк с оранжевыми волосами, с дробашом и ножом по имени Федя Криш. Максим от него бежал, но не смог убежать. А уже у Феди дома начинается геймплейная часть игры. Скачать эту игру и все остальные игры можно по ссылке в описании. Там же вы найдете ссылку на Discord-сервер Криш Ови. Спасибо огромное подписчикам КПК Плюс за то, что подписываются. Это Максим Бирюков, Дианос, Тима Каи, Старик Ириска, Блейзер, Пус in Boots, НК, King of Peppers, Глобси Плей 556, брат Спрайтика, Time Cool, Анечка, Relax Pro, Сека 3К, UVKPR Январский. Вы также можете с легкостью подписаться на КПК+. В описании есть ссылочка на телеграм-бота, с помощью которого вы сможете заплатить 20 рублей в месяц и получать массу контента каждый день. Выбор очевиден. КПК+. Одни только плюсы. Ну а на этом я это видео заканчиваю. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока. До скорого. Увидимся.